Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! После этих рецептов морковка станет дефицитом. Пост самое то. Сегодня хочу предложить вам приготовить фальшивый лосось. Это прямо моя любовь, друзья. Морковная ковришка или лепешка. И, конечно же, палочки здоровья. Ферментированная морковь. Очень вкусная, хрустящая и ароматная. Ставьте лайки и начнем. Рецепты проще простого. А начнем мы с фальшивого лосося. Беру свою любимую шинковку и натираю морковь. Конечно же, можно тонко нарезать ножом, если у вас получится. Мне проще так. Опа! Вот, берешь вот так, солнышко, вот так. Я вот так тебе говорил, вот так делай, вот. И рука твоя в безопасности. Смотри, как красиво. Ну, у тебя получается, а у меня не получается. Я боюсь Анюшка, эту терку. Аккуратнее просто надо относиться. Смотри, какие красивые слайсы получились. Благодарю. Берем нарезанные слайсы. У меня здесь уже кипит вода, обычная вода. Выкладываю морковь. Это все, правда, кухня. Перемешиваю и выдерживаю около 5 минут, чтобы она осталась целая и немножко плотная. Отлично. Все, прошло ровно 5 минут. Поехали, любовь моя. Поехали. Ниже. Сливаю эту воду. Хорошо. Опа. Перекладываю в миску. И сразу же заливаю холодной водой, чтобы остановить все процессы приготовления. Нам нужны красивые кусочки лосося. Посмотрите, какая красота. Ну чем не лосось? Уже похож на лосось. Друзья мои, я уверена, многим понравится этот рецепт. Это необычно вкусно и действительно напоминает рыбу. Но это еще не все, впереди самое интересное. Через несколько минут, когда морковь уже полностью остыла, сливаю воду, ставлю на миску, чтобы стекла лишняя жидкость. А мы займемся маринадом. Для этого мне понадобится 2 столовые ложки соевого соуса. Сюда же, друзья мои, 2 столовые ложки яблочного уксуса или лимонного сока. У меня уксус яблочный, домашний, натуральный. Он не сильно такой дерзкий, наверное, 3-4%. Если есть лимончик, лучше лимончика. И сюда же 2 столовые ложки оливкового масла. Перемешиваю. Такая ароматная штучка. Но это еще не все, друзья мои. Берем 1 лист нори. Вот такой вот. Это сухие водоросли, кто не знал. Со вкусом рыбы. Я вот так вот рву. И нарезаю сюда. Перемешиваю все. И опускаю сюда морковь. Аккуратненько, чтобы все осталось целым. Хорошо окунаю. Накрываю сверху крышкой. Ставлю на ночь в холодильник. Еще пару раз достану, перемешаю, чтобы все равномерно промариновалось. И будем наслаждаться вкусным, полезным бутербродом. Ставьте лайки и продвинемся дальше. Ну что, пришло время попробовать. Берем бутербродик. Я-то знаю, как это вкусно. Сейчас и я попробую. Давай, тебя удивит вкус. Ануш, возьму такой самый-самый жирненький. Конечно. Угу. Интересно, что же это за лосось такой? Это вкусно. Угу. Ты знаешь, в этот раз даже вкуснее получилось. Конечно, то был экспериментальный, а это уже настоящий. Молодец, хорошо у тебя получилось. Ставьте лайки, друзья. И продвигаемся дальше. Следующий рецепт пирога. Поехали. В чашу блендера выкладываю 150 граммов моркови. Сюда же 150 миллилитров растительного масла. Можно заменить на сливочное.
И измельчаю в кашицу. Посмотрите, какая красота. Так можно и тыкву добавить. Да, друзья, это основа. А затем начинается полет фантазий. Сейчас покажу. В миску разбиваю одно яйцо. Сюда хорошую щепотку соли. И взбалтываю венчиком. Следом наша морковная часть. Посмотрите, какая она яркая. Просто нечто. Снова перемешаю. Вообще красиво. Ой, красота. Сегодня буду использовать овсяные хлопья. Сразу добавлю 2 столовые ложки, чтобы они уже начинали набухать. Сразу подмешаю. Все. Пусть здесь играются. Люблю добавить в выпечку пол чайной ложечки молотого имбиря. Сюда. Сахар заменю на стевию. 1 чайная ложечка. У меня такая концентрированная, 1 к 4. По желанию можно добавить цедру апельсина. Чтобы уж так ароматно-ароматно. Снова хорошо перемешаю. Возьму горсть орехов. У меня здесь разноцветие, разнотравие, друзья. Немножко их порублю. Хочу, чтобы они были кусочками. И сюда. Угу. А финики? И финики хочу добавить несколько штучек. У меня с косточками, косточки уберу. Такие прям медовые. Хорошие выбрал ты, любовь моя. Умеешь выбирать. Ну так для тебя старался. Угу, прям такие вкусные, нежные, мягкие, медовые прямо. Я думаю, этого будет достаточно. Также меленько нарублю. Все. И сюда. Все хорошо перемешиваю. А сейчас мука. Я сегодня буду использовать миндальную. Можно заменить на ржаную, цельнозерновую, пшеничную, какая есть. Даже овсяную или гречневую. Вкусно совсем. Сразу сюда 1 чайную ложку разрыхлителя. И все хорошо перемешиваю. И все? Да. И все. Смесь получается такая густая, кашеобразная, очень ароматная и вкусная, даже сырая. Кто любит сырое тесто. Красивая. Да, очень вкусно, друзья мои. Беру форму. Я ее застелила пергаментной бумагой. Диаметр 18 сантиметров. И перекладываю тесто. Это не тесто, это шедевр какой-то. Ну да. Ой, а как сейчас испечется, какое будет вкусное ароматное чудо. Воздушное, нежное. Распределяю. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-40 минут. Буду ориентироваться. Все, с Богом. Ставьте лайки, друзья, сегодня будет вкусно. Прошло 30 минут. Смотрим. Та-дам! Я уже вижу, что все прекрасно пропеклось. Посмотрите, какая красота. Вообще класс. Такой Анютка. румяный. Да, он очень ароматный. У нас запах на всю кухню пахнет. Сейчас закрываю духовку, выключаю нагрев, полностью выключаю. И даю ему остыть прямо в духовке. Да, друзья, я хочу, чтобы он немножко подсох. Так и полезнее, и для меня вкуснее. Он получается как ковришка. Вечером к чаю нам будет. Да, или с молоком теплым. А с мороженым вообще просто песня. Это мне в комментариях подсказали. Я попробовала, мне понравилось. Благодарю. Испекла я пирожок. Очень вкусный пирожок. Сейчас, друзья, покажу, что здесь в серединке. Оп. Посмотрите, какая красота. Вообще шикарный. Какой он пористый, какой он вкусный и полезный. Здесь одни белки. Ваше здоровье. Попробуй. А ну же, я попробую. Попробуй, Сережка. М-м. Он как конфета. Он за ночь стабилизировался, такой вкусный. Все, я забираю. Благодарю тебя. Пожалуйста.
Друзья, экспериментируйте с этим пирогом. В него можно добавить любую муку, любые орехи. Апельсиновая цедра придала очень вкусный аромат. Мякоть сочная. Он прямо тает во рту. Скажи, вкусно? Вообще шикарная вещь. Да. И много такого пирога не съешь, потому что он очень сытный. Ну, это теперь здоровье. Да, а сейчас здоровье. Беру литровую банку, наливаю 500 мл теплой воды. Такая тепленькая, не горячая, приятная. Добавляю столовую ложку соли с небольшой горкой. Соль у меня самая обычная, каменная. Если экстра, может понадобиться меньше. Сюда же столовую ложку меда можно заменить на сахар. И все же с медом, мне кажется, будет вкуснее. Сюда. Все хорошо перемешиваю, чтобы растворилось. Из-за этого я взяла, друзья, теплую воду. Вода у меня очищенная, кипяченая. Когда соль с сахаром растворились, беру специи. Они могут быть любыми. У меня несколько зубков чеснока. Можно даже и без них. Ну так вкуснее, друзья мои. И несколько горошин душистого перца и кориандра. Сюда. Снова немножко перемешаю. И отставлю баночку в сторонку. А я этим временем займусь морковью. Берем вкусную сочную морковку. Можно нарезать на кружочки, на дольки, как кому больше нравится. Мне больше на вот такие вот палочки. Я же их таки называю. Брусочки. О, точно, брусочки. Вот. Хорошо, что есть помощник на кухне. На брусочки. И закидываем сюда сразу. Опа. Можно еще добавить. Конечно. Обычно это примерно 3 морковки средних. И сюда. Вот так вот напихиваем. Можно ложечкой. Главное, чтобы всю морковь покрыла. О, есть. Сверху накрываю крышкой. У меня крышка с дырочками. Можно просто прикрыть блюдцем. Банку ставлю на блюдце или тарелку, потому что при брожении жидкость будет подниматься. И оставляю так на 2-3 дня. С 3-го дня начинаю пробовать. Как только морковь по вкусу мне нравится и приятная, все, достаточно убираю в холодильник, и все процессы останавливаются. Вот и все, друзья. Набираемся терпения и ждем. Это баночки еще нужно постоять. Друзья, время ферментации зависит от температуры в вашем помещении. Вижу, что еще рано, но у меня есть. Это у меня уже 3-я или 4-я банка. Запас. Да, да. Я запасаюсь, потому что весна, хочется быть активной, здоровой и сияющей. Ваше здоровье. Приятного тебе аппетита. Это вкусно. Можно даже и в салаты добавлять вместо соленых огурцов. Поверьте. Это стоит приготовить. Во. Класс. Ставьте лайки, друзья, делитесь своими вкусными, полезными рецептами. Будем готовить вместе. А мы сейчас будем продолжать наслаждаться дальше морковкой. Ну а я, как обычно, хочу пожелать мирного неба, счастья, благополучия семьи. И пусть исполняются только хорошие ваши мечты и желания, чтобы у вас было в жизни все хорошо. Здоровья, любви и благополучия. Да, друзья, присоединяюсь. Да будет так. Благодарю тебя, любовь моя, за хорошее пожелание. Все, солнышко, пошли кушать. Да. А вам до встречи. До скорых встреч! Да, даже до скорых встреч.